Всем привет! С вами Лидия, канал «Женские руки в деревне». Я предлагаю вам свои варианты подарков, оформления и упаковки. Если вас пригласили в большую компанию, то это будет отличным подарком хозяйке дома. Она точно оценит идею, потому что кроме вкусного застолья важно продумать, чем занять гостей. До сих пор вспоминаю наши карнавалы, когда все приходили в гости в костюмах, пели песни под гитару и играли в смешные веселые игры. Помните фанты? Так вот, я решила сделать такую игру. Кто не знает, правила простые. Нужно вытащить фантик с номером и выполнить шуточное задание из списка. В интернете масса готовых, можно выбрать по своему вкусу. Например, крикнуть в окно «Люди, я вас обожаю», спеть частушку и так далее. Мы всегда остаемся детьми, а в такие моменты с удовольствием играем. Я взяла яркую ткань, перед глазами возник мешок Деда Мороза с подарками. Украсила снежинками, сплела завязку из золотого шнура и сшила мешочек. Теперь фанты. Можно взять деревянные шарики или кубики, можно сделать записочки с номерами. У меня это грецкие орехи, я пронумеровала их. А на случай, если орехи быстро закончатся, положила елочные шары с номерами. Подобрала в интернете список желаний и еще придумала список предсказаний. Это как бонус за участие. Когда игрок вытаскивает номер и выполняет задание, во втором списке ведущий зачитывает, что этого фанта ждет в новом году. Здесь тоже поле для вашей доброй фантазии. Например, новая машина, выигрыш в лотерею, повышение по работе. Даже если это предсказание не исполнится, то оно точно поднимет настроение и заставит задуматься о новом желании. Для этих списков можно взять готовые открытки, а можно сделать самому. Чем больше тепла вы вложите в подарок, тем красивее и приятнее он получится. Второй подарок для сладкоежки. Он подойдет подруге, маме, бабушке, всем тем, кто обожает сладкое. Вы любите шоколад, орехи, апельсины, халву? Я очень. Думаю, что из этих вкусных ингредиентов получатся и конфеты вкусные. Решила и сделала. Сок апельсина разделила пополам. Одну половину смешала с сахаром, во второй замочила агар-агар на 20 минут. Порезала халву на кубики, слегка поджарила и очистила орехи. Мне нравятся крупные. Смешала 2 части сока и довела до кипения. Чуточку остудила. Одновременно поставила шоколад на водяную баню. Можно воспользоваться микроволновкой. Взяла формы от конфет в коробках. Первый слой лучше делать из шоколада или орехов. Далее апельсин, опять шоколад, халву, орехи. Вместо апельсиновой начинки можно взять любимое густое варенье. А для украшения посыпать кокосовой стружкой. Важно, апельсины и варенье должны всегда быть покрыты шоколадом со всех сторон. Вот вроде ничего больше не добавляла, а конфеты пахнут по-особенному. Попробуйте, и вы удивитесь, как быстро они исчезнут. К конфетам я добавила баночку любимого земляничного варенья. Обернула для красоты крышку пергаментом и добавила бирку. Ну вот с детства привычка, что в подарке обязательно должно быть что-то вкусненькое. Полотенце, прихватки, можно положить специи, лопаточки, термометр. Очень полезная штука будильник для кухни, чтобы засекать время приготовления. И, конечно, новогоднее украшение игрушка-магнит на холодильник. Ее можно сделать своими руками. У меня есть видео, где я делаю такие игрушки. Ссылку оставлю в описании. Эти предметы всегда пригодятся хозяйке на кухне. Такие конфеты можно подарить и отдельно. Тогда я предлагаю сделать для них красивую новогоднюю коробочку. И это уже третий подарок. Необычная упаковка из обычной картонной коробки. Делаю точно так же, как и первую, только волнистая поверхность и внутри коробки тоже. Ее я полностью покрасила густой белой глянцевой краской. Сверху укрыла круглым лоскутом тюля с морозным рисунком. Если сделать боковые стенки повыше,
то получится более вместительная упаковка для подарка. Я же сделала сейчас набор для рукодельницы. Положила свечи, новогодние шарики, искусственные веточки ели. В общем, готовый набор, чтобы сделать само украшение на стол или камин. Наполнитель в коробку и маленькую елочку я сделала из обычной офисной бумаги. Так приятно делать и оформлять подарки, а дарить их вдвойне приятнее. Если остались вопросы, пишите, и я с удовольствием вам отвечу. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что мои идеи подняли вам настроение. А если вы не хотите пропустить новое видео, нажмите на колокольчик. Крепкого здоровья и до новых встреч. Пока-пока.